Зощенко Михаил Михайлович, наверное, самый смешной из русских писателей, а из советских так и подавно. Писатель, чьему умению вызывать смех у читателей завидовали даже Юрий Олеша, Ильф и Петров, да и имеем легион. Любопытно, что этот весельчак пера в жизни был довольно-таки угрюмым человеком, страдая маниакально-депрессивным расстройством, оно же биполярное расстройство личности, и лучшим способом лечения этого расстройства считал пребывание в курортной зоне. Ну и поскольку жил он в Петрограде, Ленинграде, то максимально доступным для него был Сестрорецк. В 1920 году, уже будучи довольно-таки известным, популярным и неплохо оплачиваемым писателем, он вместе с семьей снимает в Сестрорецке дачу, и о причинах этого, собственно говоря, косвенно упоминает в своей повести «Перед восходом солнца». «И я всегда мечтал жить где-нибудь на берегу, совсем близко к воде», — пишет он, «чтобы волны были почти у крыльца моего дома». И здесь, на Сестрорецкой даче, Зощенко пишет самые известные свои произведения: «Коза», «Няня», «О чем пел соловей», «Возвращенная молодость». Здесь же он пишет пьесу «Парусиновый портфель», здесь же переводит повесть Марью Ластила, классика финской литературы, «За спичками», и здесь же, знакомясь с местными жителями, срисовывает типажи для своих произведений. Дача в Сестрорецке настолько понравилась Зощенко, что в конце концов он выкупает в 1939 году участок с домом на Полевой улице и почти безвылазно с этого момента живет здесь. И именно здесь он переживает самые, пожалуй, тяжелые годы, когда после уже упомянутой повести «Перед восходом солнца», в повести, где слышны фрейдистские мотивы, а учением Фрейда и его психоанализом Зощенко интересовался не просто так, а для того, чтобы врачевать собственное биполярное расстройство. И при этом надо понимать, что фрейдистские мотивы страшно порицались советской властью, и программная статья в «Правде», посвященная этой повести и всему творчеству Зощенко, инициированная Андреем Ждановым, тогдашним всесильным владыкой Ленинграда, и яростно поддержанная самим Иосифом Сталиным, привела Зощенко к исключению из Союза писателей, к травле, к отвержению всех друзей и знакомых и к полному безденежью. И вот в этом безденежье, в упадке, всеми гонимой, презираемой, травимой, Зощенко 22 июля 1958 года умирает. Официально от сердечного приступа. Умирает здесь, в Сестрорецке, и, разумеется, именно здесь, на полулесном песчаном кладбище, его хоронят. Панихида была скромной. Еще более скромным был памятник на могиле Зощенко. Даже спустя многие годы, когда имя его снова воссияло, когда по его произведениям начали снимать фильмы, когда его пьесы начали ставить в театрах, когда вышло собрание сочинений, памятник оставался более чем скромным. И немногочисленные поклонники Зощенко, искавшие его могилу, часто не могли ее найти. Поэтому действительно величайшим подарком по смерти Зощенко стало открытие монумента в 1994 году, 20 ноября. Прискорбно, но через 2 года после установки монумента он был осквернен. В ночь с 7 на 8 августа скульптуру сбросили с постамента, и от удара о соседнюю могилу бронзовая голова отлетела и лежала рядом, как будто бы над гонимым писателем, который, к счастью, не уничтожил тогдашний режим, все-таки совершили смертную казнь. И когда люди, пришедшие почтить его память, увидели произошедшее, завернутую в саван искалеченную фигуру среди веток и шишек и отдельно лежащую голову, они были в настоящем шоке, насколько это не вязалось с веселыми, жизнерадостными, полными искристого юмора произведениями Михаила Михайловича. К
счастью, сегодня памятник все-таки восстановили, и бронзовый Зощенко по-прежнему сидит на невысоком пьедестале, озирая окрестности столь горячо им любимого Сестрорецка. И в этом можно убедиться как лично, так и досмотрев данный ролик до конца и оставив под ним свою реакцию, соответствующую вашему настроению.